Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим одесскую икру из баклажанов, или, как у нас говорят, икра из синеньких. Это самая вкусная икра, которую я когда-либо готовила и ела. Приготовьте и убедитесь сами. Это колоритная икра с одесским вкусом, которая станет вашей любимой. В описании под видео указано количество ингредиентов. Баклажаны и болгарский перец мою и запекаю в духовке. Советую заранее баклажаны проколоть вилкой, потому что, видите, я это забыла сделать, и один из баклажанов у меня лопнул. Ну, ничего страшного. Перекладываю в пакет еще горячими, завязываю плотно, оставляю примерно на полчаса, и тогда вот эта вся кожица очень легко отходит. Посмотрите, как легко теперь снимается кожица с перцев и также из баклажанов или из синеньких. Все овощи я очистила от кожицы. И самый главный секрет приготовления одесской баклажанной икры – это не молоть овощи на мясорубку, а обязательно их порубить. Ну или хотя бы порезать острым ножом. У меня для этого случая есть вот такое чудо-приспособление. Это топорик еще моей мамы. На нем стоит цена 2 рубля 20 копеек. Но удобнее приспособление для рубки овощей, мяса, чего угодно на кухне я просто не знаю. Он пережил уже столько, что я вам не могу передать. И справляется прекрасно со своей задачей. Кстати, напишите в комментариях, есть ли у вас такое приспособление и пользуетесь ли вы им. Будет очень интересно почитать. Овощи я разрезаю, в данном случае перцы, удаляю семена, конечно же, срезаю плодоножки и мелко вот так рублю, секу до той поры, пока мне нравится. Переворачиваю, перемешиваю. В общем-то, вот вы попробуйте. Если вы ранее мололи все овощи, то теперь попробуйте просто хотя бы порезать ножом, и вы убедитесь, насколько это вкусно. Тем более, что овощи печеные, они очень легко и режутся, и рубятся. Это буквально 2-3 минуты, и все готово. И также очень вкусно, когда перцы разного цвета. Ну, это чисто уже такое восприятие. И также понадобится нам лук, неважно какой. У меня просто был красный под рукой. Можно использовать обычный белый. И тоже я его вот так вот мелко режу, потом рублю, секу. Достаточно мелко, чтобы не было больших кусочков, но вместе с тем, чтобы он хорошо ощущался. Еще главная такая, одна из главных изюминок приготовления одесской икры, это соединение печеных овощей и сырых. И тогда будет просто неимоверный вкус. Использую вот такой огромный красивый помидор. Помыла его, разрезаю на несколько частей и буду натирать на крупной терке до кожицы. Ее, конечно же, выбрасываю. Тоже очень удобный способ, когда нужно получить мякоть помидор, но не хочется ошпаривать кипятком, то так вот разрезала, натерла на терке. Во-первых, получается не совсем мелко, попадаются кусочки помидоров, что тоже очень вкусно, немаловажно и выглядит в самой икре очень, так сказать, привлекательно. Все это теперь перемешиваю, ориентируйтесь на густоту. Если вам это густо, добавьте еще помидор. Теперь чеснок по вкусу, столько, сколько вы хотите, добавляйте. Я пропускаю через пресс. И далее специи, соль, обязательно добавляю сахар для баланса вкусов и изюминки, молотый черный перец. Все это, конечно, по вкусу, перемешиваю, пробую несколько раз. Советую вам делать то же самое, под свой вкус все уже приспосабливать. И понадобится нам пучок, небольшой достаточно, свежей петрушки. Я ее мелко вот так нарезала и тоже выкладываю в икру. Несколько столовых ложек я добавляю в данном случае 3 растительного масла, без запаха. Я люблю просто без запаха. Можно, в принципе, добавить масло с запахом. Тут уже на ваш вкус. Перемешиваю снова, но не переборщите с маслом. Достаточно 2-3 столовых ложек. Ну и вот, собственно говоря, икра готова, друзья. Вот опять же проверяем на густоту. Если вдруг вам кажется, что сильно густо, то потрите еще 1 помидор. Все, хлебушек, гренки, да что угодно, подсушить в тостере. Боже, как это вкусно. Кусочек батона в данном случае. Друзья, обязательно попробуйте. Очень жду ваших отзывов. Если вы не пробовали такую икру, ну, возможно, вы делаете, и подтвердите мои утверждения в комментариях, что это действительно вкусно. Всех благодарю за лайки, просмотры, за то, что тратите время на меня. Желаю всем мира и добра. Подписывайтесь на канал.